А вы знали, что альт-сезон начался уже вчера, о чем предупреждали многие криптоаналитики и сигнализируют данные метрики альтов? Да, исторически именно в июле зеленая сигнальная линия этого индекса начинала расти, после чего монеты фиксировали активный рост. А учитывая, что вот-вот ФРС снизит процентные ставки и начнет стимулировать экономику, можно считать, что сейчас мы стоим на пороге масштабного альт-сезона. Но возвращаясь в наши реалии, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Да, в мае биткоин пробил новый максимум, и ликвидность на рынок начинает постепенно переходить в альты. Такая же динамика наблюдалась в 2017 и 2021 годах. Вот только ранее я неоднократно говорил, что условия на рынке изменились, и как минимум монет стало намного больше, прошли огромные разлоки и ликвидности, чтобы пампить альты на 1000%, физически не хватает. Тем не менее, скорость снижения ставок, и часть нового капитала точно доберется до крипты. И вопрос, а что же тогда покупать? Конечно, прежде всего нужно делать упор на фундаментал, как, например, короля альтов эфир, но на рынке еще есть и многие другие монеты. Да, есть, и сегодня я о них расскажу. Данный ролик будет разбит на две части. В первой половине ролика мы разберем базовые монеты, которые я лично накапливаю долгое время, и я в них уверен, и объясню почему. А во второй половине у нас будет 3 секретных альткоина с более высоким риском, но при этом с одним из самых лучших потенциалов роста. Так что смотрите до конца, и если вы желаете второй новый топ с интересными монетами, поставьте ролику минимум 1000 лайков. В комментариях можете написать ваш топ монет на ближайшую фазу роста, и кстати за комментарии можно получить $10. За прошлый ролик их получает вот этот зритель, и как всегда, если вы еще будете подписаны на наш телеграм-канал, вы получите еще $10. Поэтому всем желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Что ж, друзья, сейчас все больше появляется обсуждение темы начала альт-сезона в июле, поскольку разная метрика указывает на разворот рынка. Но есть и те монеты, которые наоборот рискуют очень сильно упасть из-за больших разлоков. В нашем телеграм мы уже выложили название 3 монет, ожидающих разблокировки на десятки миллионов долларов на этой неделе. И эти токены у многих есть в портфелях. Поэтому, чтобы узнать, что это за монеты, подписывайтесь. Ведь вся самая важная информация и актуальные новости есть у нас в телеграм. И уже 9 числа будет объявлен победитель кошелька Ledger. Так что подпишитесь, возможно это будете именно вы. Поскольку сейчас индикатор альт-сезона начал расти и вышел с этой области, а учитывая, что исторический приток капитала в альты начинался именно в июле, вокруг этого поднялась шумиха. Но хочу сразу предупредить, что любые будущие альт-сезоны не повторят успех 17 и 21 годов. Причины я ранее назвал. Это рост общего числа монет, проблемы с ликвидностью и большие разблокировки. Тем не менее, это не отменяет рост монет полностью. Аналитики считают, что именно сейчас мы на пороге нового альт-сезона. Причем сценарий почти копирует то, что было в прошлые циклы. Доминирование биткоина на пике, альткоины в стагнации, и вот она свежая волна ликвидности, которая начинает перетекать в рынок второго эшелона. И как только доминирование биткоина начнет снижаться, это и будет первым сигналом. Вот тогда и начнется самое интересное. И в это время крайне важно следить за альтами, которые я продолжаю сейчас накапливать. Вначале я сказал, что без эфира в предстоящем цикле не обойтись. На днях Ethereum Community Foundation официально заявила, что их цель довести цену эфира до 10 тысяч. И это не просто амбициозное заявление. Они пообещали в ближайшее время раскрыть кучу подробностей. Кто именно стоит за инициативой, как они финансируются, над какими проектами работают, кто входит в ключевую команду и, что самое главное, что они делают для того, чтобы эфир реально пробил новый максимум. Также в эфир беспрерывно на протяжении 4 месяцев продолжает поступать капитал через ETF, который превысил $2 миллиарда. После мощного роста с апрельских минимальных уровней, ниже диапазона 1400 и $2800, а это рост больше чем 100%, эфир уже 8-ю неделю подряд торгуется в довольно узком диапазоне. Это такая летняя пауза, но не спешите списывать эфир со счетов, ведь есть очень интересные данные. Во-первых, приток в ETF Ethereum. Институциональные деньги не просто приходят, они заливаются в эфир. По данным CoinShares, только за последнюю неделю в Ethereum ETF пришло $226 миллионов, а за последние 8 недель приток средств в эти ETF не прекращается. Чисто технически это уже более 61 тысячи эфиров, которые ушли в холодное хранение фондов. А в целом Ethereum сейчас получает в 2 раза больше институционального капитала, чем биткоин. Это уже о многом говорит. Дальше предложение на биржах. Здесь также настоящая бомба. По данным Glassnode, баланс Ethereum на биржах упал на 13,5%. Это 8-летний минимум. Такого не было с 2016 года. А теперь подумайте. Спрос растет, а предложение падает. Это и есть тот самый шок предложения, который может стать катализатором нового импульса. Киты, кстати, это понимают, и они не продают, а наоборот накапливают. С конца мая объем кошельков с более 100 тысяч эфиров вырос на 700 тысяч монет, до 18,8 миллионов эфиров. То есть на росте цены киты не фиксируют прибыль. А это довольно бычий сигнал. Теперь про метрику SOPR. Это такой индикатор, который показывает, продают ли инвесторы в прибыли или в убытке. И сейчас SOPR по эфиру на уровне 1.01, то есть большинство в плюсе, но не торопится фиксировать. Это означает, что рынок чувствует потенциал и верит в продолжение
продолжение тренда. И наконец коэффициент MVRV. Это одна из самых мощных ончейн метрик, чтобы понять, насколько сильно недооценен или перегрет актив. И что мы видим? По MVRV эфира сейчас есть еще большое пространство для роста, прежде чем цена дойдет до уровня, где обычно начинается фиксация прибыли. И данный диапазон находится вот здесь. То есть именно туда рынок может прийти, прежде чем начнется разворот. При этом из эфира капитал начнет перетекать в другие альты. Вслед за эфиром идет Solana, ведь запуск новых спотовых ETF уже на подходе. По данным Glassnode, активность сети Solana начала снижаться после того, как 4 июля достигла 90-дневного максимума. И вот вчера она упала до месячного минимума. Значение опустилось до 0,7. Но паниковать не стоит, ведь это не медвежий сигнал. Все наоборот. Это снижение говорит о том, что долгосрочные холдеры не продают. То есть они не просто сидят на своих позициях, а верят в бычий сценарий и ждут начала нового импульса. Другими словами, люди не выходят из Solana, потому что рассчитывают на мощный рост после одобрения ETF. И вот тут особо интересна метрика NUPL. Это показатель нереализованной прибыли и убытка. Сейчас он находится на уровне 0,108. Что это значит? Большинство холдеров прибыли, но при этом не продают, а значит рынок держится на осторожном оптимизме. И это часто бывает перед началом нового бычьего тренда. У Solana есть отличные источники, которые приносят ей прибыль. Такие площадки, как PubFun и недавно запущенная Let's Bonk. Они создают мемы на сети Solana и поднимают активность в сети, а также увеличивают транзакции, что напрямую отражается на цене. Плюс к этому ждем ETF уже в ближайшее время. И третья монета, которую я сейчас без сомнения откупаю, это XRP. В конце июня Ripple и SEC официально прекратили свои апелляции, завершив многолетнее судебное дело. Также Ripple подала заявку на получение национальной банковской лицензии в США. Это позволит компании управлять своими активами, связанными со стейблкоином RLUSD, и даже получать прямой доступ к платежной системе ФРС. Это повысит доверие институциональных инвесторов и укрепит позиции Ripple на рынке. Ну и конечно же на XRP также готовится запуск ETF, что откроет дверь для фондов. Ripple — это американская компания с хорошим фундаментом и партнерами, за счет чего получить поддержку от больших инвесторов в момент снижения ставки ФРС и запуска печатного станка будет несложно, ведь к этой монете есть доверие. Первые 3 альта есть, но когда их покупать? На текущем рынке стратегия следующая. Мы отталкиваемся от главного события — снижения ставок ФРС в сентябре. Перед этим нас будет ждать очень важный отчет по инфляции 15 июля. Если он покажет, что инфляция немного поднялась или стоит на месте, это будет зеленый сигнал, не говоря уже о том, если ИПЦ упадет. Это будет гарантированное снижение ставок и рост рынка. И до этого события нам стоит сформировать портфель и покупать по системе DCA. Это значит, что мы не ждем какие-то конкретные уровни, а разделяем наши инвестиции на 2 месяца и 1 или 2 раза в неделю накапливаем на одинаковые суммы на разных уровнях. Это позволит нам зацепить не только высокие, но и самые низкие уровни в случае просадки, чтобы по итогу получить хорошую среднюю цену. Ведь в такое время ждать повторный тест дна этого года, на котором мы, кстати, покупали Solana, а также эфир, достаточно рискованно. Следовательно, главную ставку нам нужно делать на монеты, которые, во-первых, долгое время на рынке и пережили не одну медвежку, во-вторых, токены должны быть в топ-50, ведь ниже риски растут, ну и в-третьих, самое важное, хорошие монеты должны формировать восходящий тренд независимо от новостей. Именно третий показатель будет сигнализировать о том, что это не просто хайп-токен-минутка, а монета со своим пулом холдеров, инвесторов и фондов, которые ее постепенно накапливают. Также любой монете для долгосрочного роста необходимо получать прибыль. Как правило, это происходит за счет транзакций в сети, ведь каждая транзакция — это комиссия для блокчейна, которая снижает общее предложение и вызывает дефицит, что положительно отражается на цене. Проще говоря, чем больше активности у того или иного проекта, тем сильнее это влияет на цену. Плюс к этому не забываем про партнерство. Они также привлекают новых инвесторов. В данном случае логика проста, и все будет зависеть от притока капитала после снижения ставок ФРС. Основной приток новой ликвидности мы увидим как раз таки от фондов, и большие игроки будут делать акцент на фундаментал, который имеет долгосрочный потенциал роста. Именно все эти факторы мы учитываем перед тем, как начинаем формировать индивидуальные спотовые портфели участникам нашей подписки Pro. Мы помогаем собирать самые оптимальные криптопортфели под ваш депозит и цели, за счет чего вы можете выбрать не только временные рамки, которые вас интересуют, но и формат инвестирования с упором на риск и высокую доходность или более надежные инвестиции. Также вы сможете ежедневно торговать и зарабатывать на трейдинге. Наглядный пример — недавняя сделка по AVAX, на которой заработали участники Pro. Ну и конечно же вы получите обучение, поддержку и сопровождение. Поэтому все, кто желает наконец-то собрать хороший портфель, пишите по ссылке в описании. Ну а мы разберем более перспективные альты на ближайшее время. Кроме тех монет, которые мы только что разобрали, я еще делаю ставку на альты с повышенным риском, но более высоким потенциалом роста в предстоящем бычьем цикле. Первой такой монетой выступает Avi. Про эту монету я уже рассказывал вам в прошлых видео, но вкратце почему стоит ее покупать, сейчас напомню. Avi — это DeFi платформа кредитования, которая работает без банков, без посредников и без всей этой бюрократии. Это настоящий финтех будущего, где вы можете отдавать крипту в долг, брать ее под процент и зарабатывать на этом, используя смарт-контракты, а не доверяя каким-то компаниям или централизованным платформам. Avi работает на блокчейне Ethereum. И
Именно это для него плюс. Весь процесс полностью прозрачен, зашит в код и выполняется автоматически. Вам не нужно верить какому-то банку или человеку, вы просто доверяете коду. Все открыто и децентрализовано. Что конкретно можно делать? Платформа позволяет создавать пулы ликвидности, где пользователи могут в любой момент занести свою крипту или наоборот взять взаймы. И не только эфириум. Поддерживается более 17 разных криптовалют. Партнерство Aave с такими проектами, как Sky, Lido, Sonic, Text Trust, Chainlink, а также OneInch укрепляет его позиции как одного из ведущих протоколов DeFi. Эти интеграции расширяют функциональность Aave, обеспечивая пользователям доступ к новым активам, улучшенную ликвидность и повышенную безопасность. Но что происходит с монетой Aave сейчас? Цена Aave торгуется на 140% выше, чем в апреле, когда токен протестировал дно. За это время его рыночная капитализация подскочила на 4 миллиарда, а дневной объем торгов превысил 250 миллионов. Почему это важно? Потому что в то время как цена укрепляется, Aave уверенно держится выше своей 50-дневной скользящей средней. А это очень сильный сигнал. Но самое интересное, что происходит в ончейн данных. По информации от Nance, крупные киты продолжают покупать Aave. За последние 30 дней их запасы выросли на 3-4% и достигли почти 200 тысяч токенов. Это не спекулянты, это игроки, которые знают, на что делают ставку, а значит они ожидают продолжения роста. Но это еще не все. Данные от Sentiment показывают, что предложение Aave на биржах свободно падений. Сейчас оно находится на самом низком уровне с февраля 2021 года, всего 2,9 миллиона токенов. Для сравнения, в ноябре 2023 года их было 4,5 миллиона, а это значит одно: люди выводят Aave с бирж, переносят в холодные кошельки и не собираются продавать в ближайшее время. И когда вы видите такую динамику, киты накапливают, запасы на биржах падают, цена держится стабильно, это говорит об одном: инвесторы уверены в потенциале проекта. Но и главное, Aave по-прежнему остается крупнейшим DeFi протоколом по TVL, то есть по общей заблокированной стоимости. По данным DeFi, за последние 30 дней TVL Aave вырос почти на 8%, превысив 26 миллиардов долларов. Это больше, чем у многих других проектов. Также обратите внимание, что монета продолжает долгосрочный восходящий тренд, и одна из немногих зафиксировала такой рост, начиная с апреля. Следующий альткоин — это всем известный Chainlink. Разбирать, что это такое, думаю, не стоит. Давайте лишь ответим на вопрос, почему он имеет потенциал на рост. Во-первых, его партнерство и различные интеграции. Самое главное — это финансовые, а также институциональные партнеры. В июне Chainlink и MasterCard объявили о партнерстве, которое позволяет более 3,5 миллиардов держателей карт напрямую покупать криптовалюту через Vapor Finance, используя технологию Chainlink для обеспечения безопасности и взаимодействия с DEX-биржами. Также Link работает с международной банковской системой SWIFT для интеграции трансграничных финансовых систем через блокчейн и токенизацию активов. Еще Chainlink сотрудничает с банком JP Morgan в рамках проекта, направленного на улучшение финансовых рынков с использованием блокчейн-технологий. Плюс к этому его партнерами выступают большие компании. Link и Google Cloud сотрудничают для предоставления облачных вычислений и доступа к данным для смарт-контрактов, расширяя возможности разработчиков. Также Chainlink работает с Intel для улучшения безопасности и улучшения работы своих Oracle-сервисов, используя передовые технологии обработки данных. Согласно свежему анализу от CryptoQuant, киты Chainlink начали активное накопление. Речь идет о кошельках, которые держат от 100 тысяч до 1 миллиона Link, а это 85 миллионов токенов. Это самый крупный объем, который находился в руках китов с 2022 года. То есть пока рынок вялый и цена не дает сильного движения, большие игроки молча скупают Link, причем на полном серьезе. А теперь внимание, розничные холдеры в это время остаются пассивными и не особо активничают. В отчете CryptoQuant это прямо назвали противостоянием. Киты накапливают, а мелкие инвесторы выжидают. И если история нас чему-то учит, то именно в такие фазы тишины начинается подготовка к крупным движениям. На данный момент эта фаза накопления еще не превратилась в рост, но обычно именно после таких периодов и начинаются сильные импульсы. Link неплохо показал себя в конце прошлого года и сейчас продолжает формировать долгосрочную восходящую линию тренда. И кстати, в прошлых роликах я советовал покупать Link на откате его цены. И в принципе до сентября эта область станет ключевым диапазоном спроса, так что следим за его ценой. Ну и напоследок, давайте разберем не менее интересную монету под тикером XLM. Stellar — это блокчейн первого уровня, и он выполняет реальные задачи. Его основная цель — проводить быстрые, дешевые и надежные транзакции по всему миру. Без банков, без посредников, прямо через сеть узлов. И что особенно круто, Stellar позволяет разрабатывать DEP и выпускать собственные активы, и даже интегрироваться с уже созданными финансовыми системами. То есть это не просто монета ради монеты, это система, которая может соединять традиционные финансы и блокчейн. Комиссии в сети низкие, скорость обработки очень высокая, а главное, все это работает прямо сейчас. У проекта также есть ключевые партнеры. С 2017 года IBM использует Stellar для реализации масштабного решения, которое обеспечивает быстрые дешевые транзакции между банками более чем в 50 странах. Это партнерство усиливает позиции Stellar в корпоративном секторе и в международных отчетах. В июне PayPal объявил о планах интегрировать свой стейблкоин в сеть Stellar, что позволит расширить возможности для повседневных платежей, денежных переводов и микрофинансирования. До этого в апреле Stellar объявил о партнерстве с компанией Paxos, Ondo, а также подразделением одного крупного французского банка для токенизации реальных активов на платформе Stellar. Цель — достичь 3 миллиарда долларов в реальных активах к концу этого года. Эти партнерства подчеркивают стратегическую роль Stellar в интеграции блокчейна с традиционными финансами и развитии DEX-приложений.
приложений, а также это способствует расширению возможностей Stellar в области международных платежей. По данным CoinGlass, за последнее время открытый интерес по XLM вырос на 10% и пробил уровень 180 миллионов. Это означает, что все больше трейдеров входят в рынок деривативов по XLM и делают это не просто так. Это четкий сигнал, растет уверенность, что цена пойдет вверх. Параллельно с этим и вырос объем торгов, плюс 10%. Теперь он превышает 214 миллионов долларов. И вот что важно, соотношение длинных и коротких позиций по XLM составляет 1,11. Это самый высокий показатель за последний месяц. То есть все больше игроков делают ставку на рост XLM, а не на падение. Да, формально общее соотношение сейчас составляет 0,99. Это немного склоняется к падению, но тренд говорит о другом. Положительные настроения возвращаются, и это видно сразу по разным метрикам. Например, финансирование лонгов и шортов. Вчера ставка по фьючам стала положительной. Это значит, что лонги начали палить шортами. И это базовый индикатор. Рынок переходит в локальную фазу роста. Если простыми словами, когда финансирование переходит из отрицательной зоны в положительную и там закрепляется, цена XLM, как правило, начинает активно расти. И сейчас мы находимся в этой точке. Поэтому, друзья, XLM, возможно, готовит нам сильное движение вверх. Ведь, по крайней мере, те метрики, которые мы разобрали, сигнализируют именно об этом. И рынок все больше ставит на быков, особенно в преддверии снижения ставок ФРС. Таким образом, у нас есть четкий катализатор, к которому мы с каждым днем приближаемся, после чего альты начнут просыпаться. Да, сейчас их динамика слабая, но как показывает практика, рынку хватит 2-3 недели, чтобы вырасти на 100, 200 и даже 300%. Поэтому сейчас не то время, чтобы искать лучшие точки входа. Необходимо действовать, и стратегия DCA подходит для этого больше всего. Так что обратите особое внимание на монеты сегодняшнего топа, не забудьте подписаться на Telegram, где вас ждут свежие новости и много всего полезного. Ставьте лайк, жмите колокольчик, оставляйте все вопросы в комментариях и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч.